современном мире все чаще встает запрос на беспроводные технологии. Сейчас актуально не только развитие сетей сотовой связи и беспроводной передачи данных, но и технологии беспроводной передачи энергии. Нас окружает огромное количество электронных устройств, аккумуляторы которых требуется заряжать. Среди этих устройств можно выделить сотовые телефоны, мелкую носимую электронику, средства индивидуальной мобильности и прочие. На новом физтехе мы активно развиваем технологию беспроводной передачи энергии на основе магнитного резонансного метода. Наш подход основан на разработке уникальных резонансных структур для реализации беспроводной зарядки одного или нескольких электронных устройств на поверхности или в объеме. Давайте более детально рассмотрим наши разработки. Данный лабораторный образец демонстрирует технологию беспроводного заряда аккумуляторов электромобилей. Электромагнитная часть системы представляет из себя два связанных резонатора. Нижний мы называем передающий, в дальнейшем будет монтирован в парковочное место. Верхний, приемный резонатор, будет закреплен под днищем электротранспортного средства. Расстояние между передающим и приемным резонаторами обусловлено клиренсом электротранспортного средства. Передающий блок силовой электроники предназначен для синтеза переменного напряжения, необходимого для передающего резонатора, а приемный блок – для выпрямления и стабилизации напряжения от приемного резонатора. В настоящий момент система поддерживает мощности до 11 кВт и обеспечивает 800 вольт на выходе. Сейчас проект находится на этапе создания лабораторного образца. Изучаются и систематизируются его электромагнитные и энергетические свойства. Отдельное внимание уделяется вопросам электромагнитной безопасности и электромагнитной совместимости. В будущем мы нацелены на проектирование и испытание станции беспроводной зарядки для электротранспорта мощностью 60 кВт, соответствующей международным стандартам. Перед вами прототип умного стола. Это устройство позволяет одновременно заряжать аккумуляторы нескольких мобильных устройств. Например, сотовых телефонов, произвольно расположенных на поверхности стола. Основным преимуществом данного прототипа является то, что в составе передатчика использована метаповерхность. Уникальный дизайн метаповерхности, предложенный нами, позволяет создавать равномерное магнитное поле вдоль всей поверхности и сильно подавлять электрическое поле, концентрируя его по краям структуры. Именно это открывает возможность произвольно расположить несколько приемников в центральной области над метаповерхностью и обеспечить эффективную передачу энергии посредством ближнего магнитного поля. Текущий прототип умного стола работает на частоте 6,78 МГц, что совместимо со стандартом AirFuel. Мощность, передаваемая на вход передатчика, составляет 30 Вт, что достаточно для беспроводной зарядки 3 сотовых телефонов. Умный стол может быть расположен в разных общественных пространствах – офисах, кафе, ресторанах, аэропортах. Нам видится, что умный стол может быть интегрирован в поверхность офисного стола или являться дополнительным оборудованием для столиков в кафе и ресторанах. Еще одна наша разработка, созданная в коллаборации с Sphera Lab – Light Chess. Она состоит из передатчика, катушки, создающей равномерное распределение магнитного поля, игровой доски и набора шахматных фигур, изготовленных из специального материала с добавлением квантовых точек. В основании каждой фигуры установлен ультрафиолетовый светодиод для их подсвета. Квантовые точки обладают способностью усиливать поступающий на них ультрафиолет и переизлучать его в видимом диапазоне. Однако обычно они быстро деградируют при воздействии окружающей среды. Поэтому нашими коллегами был разработан способ внедрения квантовых точек в полиэфирную смолу для защиты от пагубных внешних факторов и увеличения срока жизни. В свою очередь, нашей командой был разработан способ беспроводного питания ультрафиолетовых светодиодов, установленных в основании фигур. За счет специального дизайна передающая катушка создает равномерное магнитное поле во всей игровой области, что позволяет обеспечить одинаковую эффективность передачи энергии к каждому приемнику. Также нами был разработан блок питания, который способен эффективно работать в условиях изменяющейся нагрузки, то есть при разном количестве оставшихся на поле фигур. В совокупности это позволило создать эффективную систему беспроводной передачи энергии одновременно 32 приемникам. Непосредственно эта разработка может быть применена в индустрии производства настольных игр и сувениров, а те технологии, которые лежат в ее основе, во многих других сферах. Например, беспроводная передача энергии один ко многим может быть полезна в любых сценариях,
где требуется питание одновременно множество приемников на большой площади, а технология синтезирования и защиты перовскитных квантовых точек будет полезна при производстве недорогих люминофоров нового поколения с заданными оптическими свойствами и высоким уровнем эффективности. Перед вами прототип ВПТ-комнаты в масштабе бокса для зарядки аккумуляторов маломощных электронных устройств. В отличие от предыдущих решений, данный прототип поддерживает беспроводную зарядку электронных устройств в объеме. Передающий резонатор состоит из двух разомкнутых колец, которые параллельно соединены друг с другом. За счет данного геометрического решения резонатора однородность амплитуды магнитного поля внутри него достигает 96%. Это, в свою очередь, позволяет передавать энергию в приемник с одинаковой эффективностью в любой точке внутреннего пространства ВПТ-комнаты. Прототип ВПТ-комнаты работает на частоте 100 кГц. Данная частота совместима с международным стандартом QI. Скорость зарядки смартфона в текущем резонаторе сравнима со скоростью зарядки от провода. На сегодняшний момент наша команда активно работает над сборкой полномасштабной комнаты с беспроводной передачей энергии. Численные расчеты на тему безопасности и воздействия электромагнитных полей на человека соответствуют международным стандартам безопасности. А наше техническое решение ориентировано на возможность скрытого встраивания, как, например, в некоторые небольшие мебельные модули, так и жилые помещения стандартных форм. Это дает возможность людям спокойно заряжать свои электронные устройства без потери мобильности.